Многие из тех, кто в данной теме, знают о том, что для помощи своему организму можно использовать рунические формулы для восстановления и помощи в исцелении. Конечно же, вы должны познать хотя бы немного руны, чтобы с ними взаимодействовать, чтобы включиться в рунические эгрегоры, помнить о том, что они могут вступить в конфликт, например, с христианским эгрегором. Поэтому одновременно и тем пользоваться, работать не получится. Это может привести к негативным последствиям. В любом случае необходимо понимать, с чем вы взаимодействуете и каковы основные правила этого взаимодействия. Ну и, конечно, технику безопасности тоже нужно знать. Руны работают даже при обычном нанесении, даже без активации они все равно в некоторой степени начинают действовать, но только слабенько очень. Их работа будет зависеть и сила действия от того, кто эти символы активировал. И чем больше потенциала у человека, тем сильнее будет действие рунических формул. В настоящее время в интернете есть готовые формулы, созданные практикующими рунологами, которые также можно использовать, но делать это нужно с осторожностью, потому как не всегда они безобидны и безопасны. И нужно научиться делать диагностику, чтобы себе не навредить. И о том, как это делать, как подбирать подходящие ставы, у меня есть ролик на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылку оставлю в описании. Для того, чтобы подбирать действительно стоящие формулы, вы должны понимать, в результате чего возникают те или иные нарушения в физическом теле. Каким образом зарождается любое негативное состояние организма в целом и в конкретном случае. Прежде всего, для слаженной работы органов и систем необходимо достаточное количество правильной энергии, которая добывается из пространства и также излучается собственными проявлениями человека с помощью чакр в нашем эфирном теле и многочисленных каналов, которые распределяют и доставляют эту энергию во все уголки нашего тела. Когда какая-то часть тела или орган получает некачественную энергию, низкочастотную, то есть непригодную для здоровья, либо же энергия вообще перестает поступать в какое-то место в организме, то там, естественно, начинаются те или иные проблемы. Поэтому прежде всего необходимо выявлять все причины недостатка энергии в болящем месте и затем, устранив их, создать условия для бесперебойной подачи энергии в поврежденное место. Только так могут включиться механизмы саморегуляции, самовосстановления с первоначальной матрицы тела, как было задумано Творцом. Поэтому важно проверить эффективность работы чакры, ответственной за подачу энергии к данному органу или части тела, проверить каналы на наличие или отсутствие пробок, проверить, не сдвинулся ли эфирный двойник в результате разных причин и не нарушены ли связи между тонкими структурами и что является первопричиной выявленных повреждений. Устранив эти причины, первопричины с помощью рунических, восковых чисток, с помощью метода Пучко, далее нужно смотреть, смогут ли восстановиться самостоятельно выявленные повреждения или нет. Если не смогут, то дополнительно включать в оговор, что восстанавливаем положение эфирного двойника, работу чакры и так далее. Для этого порой необходимо запускать дополнительные формулы, либо же направлять необходимую энергию для более быстрого восстановления и выздоровления. На физическом же плане также есть первопричины, до которых важно докопаться, и обычно именно с этого я начинаю работать. Если вы не найдете первоисточник боли или другой проблемы в теле, то и формула, скорее всего, не сработает. Например, есть боль в ноге, и, естественно, большинство будут ставить формулу на ногу. И она может не сработать, но не потому, что руны не работают, а потому что истинная причина, скорее всего, не в ноге. Боль может только отдавать в ногу в результате, например, того же зажатого сосуда, нервов в позвоночнике, либо же может стоять какая-то программа на тонком плане или порча, без снятия которой убрать проблему не получится.
Либо другой пример. Когда-то я разжижала кровь с помощью рунической формулы и наблюдала за этим процессом в микроскоп каждый день. И к 10-му дню кровь стала вот идеальная, как нужно. Но как только я сняла руны, она опять начала сгущаться. И для того, чтобы привести все в норму, необходимо выявить, по какой причине она сгущается, и устранять вот эти самые первопричины и ставить руны на их устранение. Тогда усилия будут не напрасны, и тогда результат будет действительно впечатляющим и долгосрочным. Итак, подведем итог, как же работать с любым недомоганием, в какой последовательности. Первое. Сначала начинаем работать с физического плана, с диагностики. Мы ищем первопричину боли или какой-то проблемы, то есть откуда ноги растут. Нам важно докопаться до этого. И далее, когда мы это выяснили, то выявляем первопричины тонкого плана, уже вот обнаружены причины физического плана. И работаем с этим. И устраняем одну за другой эти первопричины, чтобы добиться беспрепятственного поступления энергии в это место. Помогаем также параллельно через физический план всеми возможными способами, наладить там кровоток, дать необходимые элементы и прочее. Может быть, где-то и лекарства, может быть, какие-то прогревания, может быть, еще какие-то, в зависимости от того, где есть повреждения. И заключение, если потребуется, запускаем восстанавливающие рунические формулы, которые ускорят выздоровление и настроят организм на здоровье. По данному принципу можно работать с любым органом, либо с любой системой. Я надеюсь, эта информация была для вас полезной. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете задавать их. Не забудьте отблагодарить меня лайком и приятным комментарием.